Это таро-прогноз для знака зодиака Рак на апрель 2024 года. Вы находитесь на канале Татьяна Мин, Красота Таро. Я астролог и таролог. Я рассматриваю карты по моему астрологическому методу. Итак, это видео для вас, если вы солнечный рак, если у вас луна в знаке зодиака Рака, асцендент, а может быть 3 или более планет в вашем гороскопе находится в раке, и это тоже может очень влиять на вашу жизнь. Я достаю 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и рассматривает все стороны жизни человека. Итак, что ждет раков в апреле 2024 года? Первая карта. Это паж пентаклей, да, или валет динариев. Скорее всего, вы будете общаться с каким-то молодым юношей, и, возможно, это даже ваш ребенок, например. И у вас будут такие полуделовые, полуфинансовые отношения. Здесь может быть много вариантов, да, то, что вы помогаете как-то финансово вашим детям, дети помогают финансово вам. Может быть, у кого-то партнер младше вас по возрасту, партнер или партнерша, здесь неважно. Может быть, вы заключаете договор с каким-то студентом, либо вам дают человека для обучения чему-то, либо вы сами этот паж пентаклей, который учится, проходит какую-то стажировку, начинает какую-то новую работу, профессию. Кстати, относительно работы, вашего статуса, карьеры, могут быть у вас перемены раки, потому что все-таки апрель – это огненный месяц знака зодиака Овен, сезон Овна, и для вас это 10-й сектор гороскопа, поэтому у вас, конечно, могут быть затронуты вопросы статуса, но здесь получение новых знаний для денег, ради денег, как я уже сказала, либо это какие-то финансовые дела с вашими близкими людьми. Вот здесь как раз финансовый сектор, который отвечает за работу, за деньги других людей. И здесь 4 кубков. То есть вы, скорее всего, сейчас находитесь в поиске себя. Может быть, кто-то находится в поиске себя, кто-то в поиске работы. Может быть, вы думаете, как лучше зарабатывать, куда вкладывать деньги. Может быть, у вас сейчас вообще такое настроение в апреле, что вы не до конца четко представляете себе вообще вот заработки. Вы как бы несколько расслаблены. Вы не в тонусе для того, чтобы делать деньги, да, потому что кубки – это не карта каких-то конкретного бизнесмена. Эта карта больше относится к таким творческим занятиям, к отдыху, к каким-то приятным делам, которые повышают вам настроение, либо вам просто вот вообще не хочется думать про работу, про деньги, и вы несколько расслаблены, как бы. Может быть, конечно, что-то влияет на вас в этом плане, да, что вы находитесь в таком каком-то не сильно рабочем состоянии, хотя здесь на карте указана, нарисована женщина, да, которая все-таки пытается найти под землей какие-то лилии, то есть она находится в поиске, но эти поиски более душевные какие-то, психологические, чем конкретно материальные, как будто бы она вроде бы и склонилась, но руки у нее расслаблены, да, то есть у вас тоже может быть такое состояние относительно работы не очень деловое, скажем так. Но в интимном плане, в интимной жизни, эта карта уже дает другие энергии. Она, кстати, может говорить о том, что вы расслабились благодаря тому, что вас обеспечивает кто-то еще, да, то есть у вас есть возможность пока не работать, возможно, в апреле, и вы этим воспользуетесь. Но мы сейчас будем открывать все другие карты, потому что здесь у нас еще будет тема и денег, и работы. И вот как раз 4 динариев, здесь в этой колоде Нефертари. И здесь, скорее всего, что
есть у вас какие-то финансовые, ну не то чтобы трудности, а как будто бы вы еще не вышли на тот уровень финансового обеспечения себя лично, да, которую вы хотите. И вот опять выходит карта какой-то финансовой грамотности, обучения. Либо вы тратите, либо не очень хотите тратить деньги на учебу, но вам приходится, может быть, на какие-то поездки, может быть, это учеба ваших родственников. Четверка пентаклей – это карта придерживания денег, да, но третий, девятый сектор – это очень широкий сектор, много общения, много документов, много всего, то есть, скорее всего, что-то вас будет сподвигать к тратам, да, может быть, это ваше транспортное средство, может быть, необходима будет какая-то поездка, какие-то документы собрать, билеты купить, либо, может быть, у вас сломался мобильный телефон, да, то есть какие-то средства связи для общения с кем-то. И вот здесь необходимы траты, но вы как будто бы не хотите или очень экономите на чем-то, что связано с общением, с переездом, с коммуникациями. Что здесь может быть, мы сейчас еще спросим у колоды Старкода, эзотерической, астрологической колоды. Опять карта Пентакли. Посмотрите, но на этот раз уже король пентаклевый, и это прекрасно, потому что вот по этой карте уже точно можно сказать, что многие раки будут как-то все-таки задумываться над своим комфортом, образом жизни, и есть у вас все шансы его повысить, либо получить новую работу, либо ваш муж, партнер, сын как-то получит новое место, либо, может быть, ваш начальник с прошлой работы пригласит вас к себе и тоже сыграет свою роль, да, в вашем становлении в статусе. Может быть, вы сами станете этим королем Пентаклей, поменяется ваш статус, но, естественно, мы знаем, что король Пентаклей – это человек, который очень хозяйственный, экономный, рассчитывает наперед все свои расходы, траты, и он всегда деньгами, всегда деньгами. Здесь, конечно, для него вот эта позиция 4 и 10 сектор просто замечательна. Но есть, конечно, раки, да, которые не работают, поэтому для вас, может быть, это вкладывание денег, ваша недвижимость, земельные участки, в семью, ваш муж как-то играет роль в этом, да, что вам нужно, может быть, договориться с мужем или с отцом о том, куда вы хотите вложить свои деньги, на что вы хотите их потратить. Но в любом случае, это благоприятная карта, она дает определенную финансовую свободу, может давать. И здесь у нас уже был паж Пентаклей, король Пентаклей. Это пентакливые какие-то мужчины, но не обязательно по пажу, конечно, может быть и женщина. Может быть и женщина, обладающая качествами пентакливого короля на работе, тоже возможно. Это какие-то люди, окружающие вас, эти люди имеют деньги, и вы имеете с ними какие-то определенные финансовые дела в апреле. Маг. Маг – это тоже, в общем-то, показатель мужчины. И сильная карта, старший аркан. Давайте сразу откроем, что 12 сектор. Королева. Королева жезлов. Но видите, очень много других людей, очень много карт, которые означают дела с другими людьми. И маг здесь, конечно, имеет два самых главных значения. Первое – это какая-то манипуляция. Манипуляция, связанная с детьми, например. Ваши дети вами манипулируют, и у вас есть расходы. Да? Здесь я уже тоже говорила, что по валету динариев у вас могут быть финансовые траты, именно связанные с вашими детьми, либо с какими-то творческими начинаниями, хобби и бизнес тоже. И здесь по магу эта тема может продолжиться. Также еще актуально для тех раков, которые делают свой личный бизнес. Здесь у вас большие есть шансы для процветания, привлечение клиентов, нужные какие-то связи. Здесь, когда вот вы попадаете в ту самую колею вашего бизнеса, и у вас все начинает очень хорошо завязываться, потому что вы чувствуете вот ту жилу, где есть деньги, где есть клиенты, что надо сделать для того, чтобы улучшить свои дела. Здесь вот вы сами можете так действовать. Также маг в этом секторе может означать
ну, какого-то человека, который вот способствует тому, что вы процветаете. Может быть, этот человек делает вас популярнее, вы становитесь популярнее. Либо благодаря каким-то манипуляциям, махинациям, да, либо благодаря вот этому человеку, продюсеру, да, он в кавычках может как-то продюсировать вас. И вот если для вас эта тема актуальна, то тоже вы можете ей воспользоваться. Это успех в бизнесе, в хобби, в каких-то творческих делах, занятиях. Ну и также еще, конечно, личная жизнь здесь тоже может быть, потому что здесь у нас 10-й, 11-й, эти все сектора, все-таки мужчины. Может быть, вы встретите какого-то человека, или даже это двое людей, причем это может быть ваш официальный муж, это может быть ваш любовник, для женщин, да, я сейчас рассказываю. И у вас могут быть какие-то отношения с двумя мужчинами, причем это может быть такой роман, просто очень головокружительный, но будьте осторожны, потому что маг-манипулятор, он обладает очень большими возможностями для того, чтобы подчинить человека своей воле. Поэтому иногда мы и сами хотим попадаться на какую-то удочку манипулятора, но вы должны понимать, что вы делаете, насколько это для вас успешно, да. А королева жезлов здесь, в 12 доме, тоже, в общем-то, прекрасная карта, потому что, скорее всего, вы захотите заняться собой, своей внешностью, своим телом, будете уделять внимание своему здоровью, у вас будет большой энергетический потенциал. Если вы мужчина, например, то какая-то женщина может очень хорошо устроить ваш комфорт, ухаживать за вами. Как-то она даже повлияет на то, что вы будете чувствовать себя лучше, просто вот снимет с вас груз каких-то обязанностей, но при этом как бы и сподвигнет вас на то, чтобы вы больше занимались спортом, да, правильно питались, может быть, бывали на природе, более активный образ жизни вели. Вот здесь активный образ жизни. Также это может быть какой-то врач, какой-то человек, у которого вы заказываете сервис, пользуетесь его услугами. Тоже очень благоприятно общение с женщинами, или выбрать, например, женщину-врача, если для вас эта тема актуальна. Как любой сервис, который вот вам важен сейчас, особенно связан с вашим здоровьем, психологическим или физическим, здесь большой вариант того, что именно женщина окажет вам необходимые услуги. Ну, а также это может быть, конечно, ваша родственница какая-то, которая тоже находится сейчас в зоне вашего комфорта. И я считаю, что королева жезлов — это комфортная и активная в то же время дела какие-то совместные, поэтому почему бы и нет. Давайте возьмем совет из колоды Старкоды для раков. Совет на апрель и дополнительное какое-то предсказание еще. Например, мы можем спросить, что означает здесь 4 кубков в секторе финансов и 4, например, пентаклей тоже. Это такие не очень активные карты. И, скорее всего, что раки тоже не будут проявлять сильной активности в апреле. Транзит. Так, что здесь имеется в виду? Овен, да, ну, Овен в вашем, например, гороскопе это сектор 10, да, то есть сектор смены статуса как раз. Особенно актуальна тема для тех раков, у кого в апреле, например, часто менялась работа, да, или в апреле у вас, например, не знаю, вы переезжали в апреле, или стали бабушкой, дедушкой, родителями в апреле, или в апреле решили пожениться, допустим. То есть, если апрель для вас месяц смены статуса, то, скорее всего, вы прям типичный рак, и действительно у вас что-то похожее может быть. А так вообще здесь у нас Овен, да, это знак огня. И огненная тема была в секторе здоровья и тайн, поэтому, скорее всего, это какая-то страсть, энергия, может быть, тайного характера даже, да, у некоторых раков. А может быть, это просто активно вы начнете оздоровлять себя, свой организм,
Может быть, вы болели, плохо себя чувствовали, были на больничном, и вот сейчас в апреле у вас прибавится сил, энергии для каких-то новых дел, новых начинаний, либо просто вот так более активный образ жизни вы будете вести. 7-й дом. 7-й дом, вы видите, здесь нарисованы 2 руки, да, скрещенные руки. Отношения. То есть у вас тоже, возможно, какие-то отношения, может быть, новые отношения, как я говорила, романтические отношения, могут быть даже 2, могут быть даже 3 мужчины. Но здесь, скорее всего, по пентаклям это один и тот же человек. Либо, может быть, конечно, у некоторых раков, что мужчина с ребенком, да. Или вы, если мужчиной смотрите этот расклад, то, возможно, ваши дети будут менять свой статус. Ваши дети поступают на учебу, женятся, выходят замуж, дети становятся тоже родителями, или там какие-то перемены в жизни детей тоже очень актуальны для некоторых раков здесь могут быть. Но я вижу здесь все-таки 2 мужчин. Эта тема может быть актуальна для раков. Карта Юпитера, прекрасная карта, которая несет удачу, успех, новые возможности. Юпитер находится в Тельце, к концу апреля уже в знаке зодиака Телец будет наблюдаться целый стеллиум планет. Туда перейдут очень много планет в Телец. И для вас, раки, это 11-й сектор, это опять же популярность, это опять же вот этот маг. То есть вы будете буквально править умами людей. Вы возьмете на себя там какую-то новую нишу, блогерством, может быть, кто-то занимается, либо в конкурсе каком-то победите, либо вы судья на каких-то мероприятиях, и тоже ваш голос будет решающий, там, с детьми у вас какие-то могут быть очень серьезные дела, и в их жизни перемены, но по Юпитеру, конечно, удачные. Удачные. Юпитер — это еще и заграничные поездки, да, то есть для кого актуальна эта тема. Но здесь я не вижу у вас, конечно, поездок, может быть, они у вас и могут быть, но что-то вас удерживает пока еще по 4 пентаклей. Вот такой интересный, замечательный, успешный месяц для вас, я считаю, раки. Любовь и как бы сказать, любовь и какая-то внутреннее пробуждение. Не вижу, что вы здесь много хотите работать, ну, по крайней мере, для женщин это актуально. Но, тем не менее, будет у вас что-то связанное со знаниями. Возможно, как-то деньги и получение новой информации, либо новой документации. Вот это будет более актуально для вас в апреле. Я желаю вам всего самого прекрасного, исполнения всех желаний, легкой жизни, здоровья и до встречи на моих новых видео. С вами была Татьяна Мин. Всем пока!